Военные пошли против Зеленского, камни в сторону Банковой, публичный удар в спину. В ВСУ заявляют о стратегической ошибке и предателе в окружении Зеленского. Продолжение следует. США угрожают противникам. В Министерстве войны озвучили новые цели. Штаты говорят о длинной американской руке правосудия. До кого хотят дотянуться? Москва заявляет о захвате Киева и штурме офиса президента. Главная цель – Зеленский. Путин – следующая цель США. В Украине намекнули Белому дому, кого необходимо взять на карандаш. Германия хочет возродить силу. Немцы делают ставку на вооружение. Берлин же бьет тревогу. Спецслужбы в повышенной готовности. В стране ищут того, кто взял ответственность за блэкаут в Берлине. Как столицу погрузили во тьму. Покинуть Россию сейчас же. Кадыров призвал граждан Узбекистана немедленно вернуться на родину. Жесткое обращение. Почему? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Я начинаю. И начнем с удара для немецкой столицы. В Германии обсуждают беззащитность Берлина. Столица не в состоянии противостоять диверсиям. Накануне часть города погрузилась во тьму после пожара на кабельной установке одной из ТЭЦ города. Огонь им повредил несколько высоковольтных кабелей. Что такое блэкаут, узнали около 50 тысяч домохозяйств и более 2000 предприятий, пишут немецкие СМИ. Из-за отключения электроэнергии возможны перебои с теплоснабжением, мобильной и стационарной связью, говорят местные власти. В обесточенных районах не работали светофоры, а магазины закрыли свои двери для посетителей. На улице немецкой столицы выехала полиция с предупреждением. Давайте послушаем. Держите мобильные телефоны свободными для важных звонков и используйте их экономно. Проверьте, возможно ли вам временно остановиться у друзей или родственников. Помните о пожилых и нуждающихся соседях. Восстановительные работы могут затянуться до четверга, 8 января, заявили в энергокомпании. Однако уже сейчас свет вернули части домохозяйств. Кроме того, энергетики не могут полноценно заняться ремонтом из-за следственных действий на месте пожара. В полиции подозревают, что это была диверсия, а именно поджог. Детали следователи не раскрывают. Также в полиции сообщили, что немецкие спецслужбы получили письмо с признанием от отправителя, который взял на себя ответственность за отключение электроэнергии. Его проверяют на подлинность. Поджог показал уязвимость немецкой инфраструктуры, заявил экс-глава Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Отключение электроэнергии в Берлине – пример уязвимости нашей инфраструктуры. Вместо того, чтобы тратить миллионы на посадку деревьев, федеральное правительство и власти Берлина лучше бы использовали специальные фонды на то, чтобы один единственный профессиональный диверсионный отряд не смог парализовать всю столицу. Вильнюс продлевает наказания для белорусов и россиян. В Литве заговорили о пролонгации санкций сразу на 2 года, до 31 декабря 2027 года. До сих пор Сейм Литвы устанавливал ограничительные меры для граждан России и Беларуси сроком на 1 год. В пояснительной записке к проекту закона сказано, далее цитата, «Такое предложение не противоречило бы принципу пропорциональности и тому факту, что ограничительные меры являются временными и подлежат пересмотру. Срок действующих санкций в отношении россиян и белорусов заканчивается в начале мая этого года. По данным литовского МИД, продление закона обеспечит Вильнюсу возможность вводить новые ограничительные меры против Минска и Москвы». Также решением правительства можно будет замораживать денежные средства и экономические ресурсы, а также применять секторальные ограничения, если меры, установленные на уровне ЕС в отношении России или Беларуси, перестанут действовать или будут отменены. При этом МИД не предлагает вводить новые ограничения. Напомню, санкции предусматривают приостановку рассмотрения просьб граждан РФ и граждан Беларуси о выдаче ВНЖ. Россиянам, пропуск которых в Литву происходит в исключительных случаях. Запрещено приобретать в Литве недвижимость, оформлять электронный статус резидента. Автоматически аннулируется ВНЖ тех, кто в течение 3 календарных месяцев больше 1 раза совершил поездку в Россию или Беларусь. Последняя поездка из Венесуэлы в США. Исход событий уже ясен. Судьба Мадуро предрешена. Вашингтон угрожает противникам. Абсолютная решимость, а именно так называлась спецоперация Трампа по захвату Мадуро и его супруги, на первых полосах мировых изданий. Президент Венесуэлы будет отправлен за решетку. Статьи уже известны, сообщает Вашингтон. Судьбой страны также займется Америка, заявил Трамп. Накануне и он, и военные США уверяли, что операция по захвату Мадуро готовилась в течение нескольких месяцев и включала масштабную работу разведки США, которая отслеживала каждое движение Мадуро и его охраны. В итоге Мадуро и его жена Силия Флорес были вытащены из спальни, а после были отправлены на военный корабль, далее с самолетом в Нью-Йорк. Самолет приземлился по нашему времени за полночь. В аэропорту Нью-Йорка Мадуро и его супругу сопровождали несколько десятков силовиков. При этом супругов выводили из самолета с мешками на голове.
Далее по плану Мадуро пройдет процессуальные формальности и будет перевезен в следственный изолятор. Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и взвешенный переход. Мы не хотим, чтобы к власти пришел кто-то другой и чтобы у нас снова возникла та же ситуация, что была на протяжении многих лет. Поэтому мы будем управлять страной до тех пор, пока не станет возможен безопасный, правильный и взвешенный переход. И он должен быть взвешенным, потому что именно за это мы выступаем. Но с Трампом не согласна вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Ее считают новым исполняющим обязательства главы государства. Однако сама Родригес требует освободить Мадуро и называет его законным президентом. А Трамп же говорит о другом. Во время пресс-конференции он вспомнил о Путине, заявив, что не в восторге от него. Упоминались и президенты Кубы и Колумбии. США дают понять, Америка готова в любой момент протянуть свою руку в чужую страну. Как сказал президент, наши противники получили четкий сигнал. Америка способна проецировать свою волю где угодно и когда угодно. Координация, скрытность, смертоносность, точность, длинная рука американского правосудия – все это было продемонстрировано посреди ночи. У Николаса Мадуро был шанс, как и у Ирана был шанс, пока его не стало. Он зашел слишком далеко и получил то, что последовало. В Мар-а-Лаго, где Трамп говорил об успехе операции, прозвучали слова и о том, что США хотят стабильности и хороших соседей, и вновь отправили сигналы. И вот кому. Давайте послушаем. Достаточно сказать «Куба. Катастрофа». Ее управляют некомпетентные, стареющие люди, а в некоторых случаях просто некомпетентные. Экономики нет. Полный крах. И, кстати, все охранники, которые защищали Мадуро, это хорошо известно. Вся их разведка была полностью кубинской. По сути, это удивительно. Этот маленький остров в некотором смысле контролировал Венесуэлу. Одна из главных проблем венесуэльцев – им нужно было заявить независимость от Кубы. Париж раскритиковал Трампа, там заявили, что необходимо уважать суверенитет, а если законы нарушают те, кто наделен главной ответственностью, являясь постоянными членами Совбеза ООН, то события в Венесуэле будут иметь тяжелые последствия для мира. Военная операция, приведшая к захвату Николаса Мадуро, противоречит принципу неприменения силы, лежащему в основе международного права. Франция напоминает, что никакое прочное политическое решение не может быть навязано извне и что суверенные народы сами определяют свое будущее. При этом Макрон не стал осуждать, заявив, что народ Венесуэлы избавился от диктатуры. Неоднозначно и не всегда с осуждением выступили другие европейские лидеры. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас при этом напомнила США о принципах международного права. ЕС неоднократно заявлял, что господин Мадуро лишен легитимности и выступал за мирный переход власти. При любых обстоятельствах должны уважаться принципы международного права и устава ООН. Мы призываем к сдержанности. А в Лондоне заявили, что хотят выйти на связь с Трампом для уточнения деталей и уверяют, Великобритания к событиям в Венесуэле не причастна. Я хочу прежде всего установить факты. Я хочу поговорить с президентом Трампом. Я хочу поговорить с союзниками. Но я могу абсолютно четко заявить, что мы не были вовлечены в эту спецоперацию. И я всегда говорю и считаю, что мы все должны соблюдать международное право. Москва призвала Трампа отпустить Мадуро и его супругу, а зампред Совбеза РФ Медведев считает, что американский президент показал, далее цитата, «отличный пример миротворчества США». Медведев считает, что Вашингтон должен провести такую же операцию в Киеве. При этом дал понять, что всем надо вооружаться. Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, только ядерный арсенал. А в Киеве при этом считают, что спецоперация США в Венесуэле – это отличный пример для Путина и что его может ждать такая же участь, посмеявшись, намекнул Зеленский. Ну как здесь отреагировать и что я могу сказать? Если так можно с диктаторами, то США знают, что им делать дальше. Об участи Мадуро заявила прокуратура США. Там уверяют, документы готовы и камера тоже. Президент Венесуэлы предстанет перед судом. И вот в чем его обвиняют. Далее заявление генпрокурора США. Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранения пулеметов и разрушительных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и разрушительных устройств против Соединенных Штатов. В ближайшее время они предстанут перед всей суровостью американского правосудия на американской земле, в американских судах. В то же время Белый дом опубликовал фото Трампа с аббревиатурой «ФАФО». Она переводится как «доигрался, теперь расхлебывай» или же «выделывался, теперь обалдеешь от последствий», только в более грубой форме. Напомню, что специальная венесуэльская операция «Абсолютная решимость» — это самое жесткое вмешательство США в Латинской Америке со времен вторжения в Панаму в 1989 году.
Ранее Вашингтон обвинял Мадуро в создании наркогосударства и фальсификации выборов. Каракас же заявлял, что США ищут повод и просто охотятся за крупнейшими в мире нефтяными запасами Венесуэлы. Друзья, судя по вашим комментариям, многие были удивлены и скорости, и дерзости, и в целом действиям США. При этом многие из вас проводили параллели с российско-украинской войной. И все же, как считаете, что ждет Мадуро? Услышит ли Трамп призывы тех, кто просил его отпустить? В частности, союзники Москва и Пекин. И почему, как вы считаете, никак, кроме слов об обеспокоенности, из них никто не действовал? Пишите свои ответы под видео. Спасибо вам за каждый лайк и подписку. И, кстати, подписывайтесь, многие из вас этого еще не сделали. А я продолжаю. Камни полетели в сторону Зеленского, удар в спину. Военные пошли против, максимально открыто и жестко критикуя Банковую. Причина – кадровые перестановки, которые затеял Зеленский. Под каток должен попасть Василий Малюк, глава СБУ, тот самый, который устроил спецоперацию «Паутина» в России. Украинские военные, депутаты и военкоры считают событие, далее цитата, «подарком Путину». Командующий украинской добровольческой армией Ярош называет действия Зеленского стратегической ошибкой и намекает на предателя в окружении Зеленского. И тогда возникает логичный вопрос. Зачем такое ослабление президенту? Складывается впечатление, что тот, кто дает подобные советы верховному главнокомандующему, враг Украины, чья задача заключается в подрыве обороноспособности государства и разрушении сил обороны и безопасности. Я обращаюсь к президенту Украины. Господин Владимир, не совершайте стратегической ошибки, не разрушайте то, что стало надежной опорой нашего государства. Малюка, напомню, хотят уволить с поста главы СБУ, но при этом назначить его главой СВР или секретарем СНБО. Обратился к Зеленскому и командующий объединенными силами ВСУ. Эффективность решений главы службы измеряется не публичностью операций, а уровнем внутренней безопасности и воздействием на боеспособность противника. Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу. Кроме того, своей личной безопасностью я также обязан Василию Малюку и его команде. О рисках для Украины заявил и подсанкционный в Венгрии автор ударов по нефтепроводу «Дружба», командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр-Бровди. На какой бы из предлагаемых силовых позиций не был потенциально эффективен господин Малюк в ближайшем будущем, кадровое решение о замене главы службы сегодня – это риск. Риск ослабления мощи одного из ключевых современных украинских тяжеловесов в сдерживании имперских амбиций бешеного бункерного деда. Зеленский ответил военным и пошел против. Уверяет, что перед Украиной две дороги. Если победит дипломатия, это одно, а если нет и война продолжится, то Киеву придется воевать. А для этого, далее цитата, понадобятся свежие силы. Именно поэтому он и не отказывается от перестановок и будет это делать, несмотря на возмущение. Однако главком Сырский останется на своем месте. С большим уважением. Мы все в одной команде. Я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, на разных высоких должностях. Но, безусловно, будут и замены. И, безусловно, будут ротации всех. Я об этом говорил. Некоторые вещи происходят по моей подписи, некоторые – благодаря парламенту, некоторые будут происходить через изменения в законодательстве. Самая сильная технологичная армия в Европе, Германия, хочет возродить свою силу. Христианско-социальный союз выступает за мощную реформу Бундесвера. Подробности предполагаемой реформы стали известны в Welt. Они изложены в стратегическом документе под названием «Сион-26». Там сказано, что армия ФРГ должна стать самой сильной в Европе не только по численности, но и за счет технологичного превосходства и при необходимости дать понять, что крупномасштабные атаки на европейскую территорию повлекут за собой серьезные последствия, отмечается в документе. Эти меры направлены в первую очередь на защиту от России, пишет издание. В частности, Бундесвер планирует оснастить крылатыми ракетами и беспилотниками большой дальности, малыми и недорогими управляемыми боеприпасами, а также создать систему ПВО по типу израильского железного купола. Германия должна взять на себя ответственность и создать самую сильную армию в Европе, чтобы быть готовой к обороне и способной к сдерживанию вместе с нашими союзниками, заявил депутат от ХСС и лидер парламентской группы Александр Хоффман в интервью Welt. Путь к этой цели лежит не через европейскую армию, а через интеграцию европейских армий, где каждый вносит свой вклад. Узбекистанцев призвали как можно скорее покинуть Россию. Ситуация в РФ будет только ухудшаться. Рейды на трудовых мигрантов продолжатся, написал в Telegram
YouTube-канале депутат парламента Узбекистана Алишер Кадыров. Отношения между Ташкентом накалились после гибели гражданина Узбекистана в Хабаровске. Напомню, 12 декабря российские силовики устроили антимигрантский рейд в одном из кафе Хабаровска. Ворвавшись в заведение, ОМОН избил находившихся там граждан Узбекистана. Один из них скончался, впав в кому после избиения. Однако причина смерти мужчины до сих пор официально не озвучена. Генконсульство Узбекистана направило ноты российским госорганам и требует наказать виновных в гибели гражданина Узбекистана. В МИД страны сообщили, что дипломаты находятся на связи с близкими погибшего и работают над возвращением тела на родину. Российские спецслужбы рассматривают выходцев из Центральной Азии как активных участников ожидаемых в России беспорядков, поэтому от выгоды, которую они могли бы принести, уже фактически отказались. Включите разум и как можно скорее уезжайте из России. Никакие заработки не стоят слез ваших родителей и детей. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего вам дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра, начнем новую неделю вместе.